начинают летать таракашки, букашки. Здесь просится на сковородочку. Подкормили? Никого не звали. Все, уходите. Секс-о'клок. Джентльмены выпивают и закусывают. Птички, яички. Что-то подловили, да? Ух, как она опять. Ой, опустила, Саня, бежи. Да какой декабрь, зимой теплее было. Папоротники, маморотники. Кориандр молотый. Устал мерзнуть, блин. Серьезно? А ты ведь из староверов, Саня. Жирная, толстая. А теперь вот и лещика. Класс. Мхи, петухи. С моря выл Нордост. Чей так светил взор, не забываемый. Костяныч уже колдует на кухне. Колдуй, баба, колдуй, дед. Видишь, как я досочку отмыл? Вот ты ее еще что, маслом, может, смазал? Я с собой масло взял. Сливочное. Сливочное. Слушай, Костяныч, ну видок у тебя здесь из кухни потрясающий. Да. Я мог бы здесь еще поставить маленький пулеметик и отстреливаться от браконьеров. Маленький пулеметик, который стреляет чекушками. Пиу-пиу-пиу-пиу. Они чекушку видят, хватают и уезжают сразу. Все, рыба наша. В заглот? Да, в заглот. Здорово, рыбачки и рыбачки. Мы с Костяном вдвоем приехали вот с такой большой палаточкой. Красивейшее место, одно из наших любимых, на реку Даугава. Вот наш дом на ближайшие 4 дня. На улице 6 градусов, дубачок такой днем, а ночью будут заморозки. Поэтому взяли мы нашего старого запыленного за зиму друга аккумулятора, а также дизельный отопитель. Мы его подключим ближе к ночи к палатке, к нашей, через вот это гнездо. Здесь установим трубу. Спать мы будем в тепле, градусов 16 мы сделаем в палатке. Здесь у нас жилой модуль, одна комната. Следующая комната у нас для вещей, сейчас все покажу. А здесь у нас еще и кухня есть. И на кухне у нас есть Костяныч, который уже сделал очень вкусненькие бутики. Костяныч, ой, что ты? Ну, насыпай. Руки задубели. Руки задубели, Насыпай. Саня. Пьем Вот. исключительно для, так сказать, сугреву, исключительно собственный продукт. И исключительно только Костян. Я тебе налью, поднимешь, а пить не обязательно. То есть, Костяныч, только вот стоит к тебе подойти, да? Да. Ну, давай, За рыбалку. за рыбалку. За рыбалку, парни и девчонки. А сейчас Костяныч доест лук, хапанет еще, наверное, рюмочку. И Одну, что, Костя? не больше. Да. И будем, наверное, уже... Донки надо заряжать Донки пока. надо заряжать. На часах уже 8 час. Мы закинули резинку, вот там дальняя. То есть она будет у нас стоять на сама. Не знаю, как он отреагирует на такие дубаки. Я взял термометр, померяем температуру воды. Но если градусов 10 есть, то и на сама шансы есть. Он сейчас как раз после зимней спячки должен собирать какую-то мелочевку по дну. Есть шанс поймать на червяка даже хороший экземпляр. Ну а здесь уже будем закидывать доночки. Вот туда на остров. Есть у нас рядом с лагерем лесочек. Мы закрыты от цивилизации лесом. В лесу очень много ясеня сухого. Посмотрите, какой ясень.
И здесь он болеет. Его здесь очень много. Вон, смотрите, еще дерево стоит, ясень. Вот, сейчас увеличу. Вот такой кривенький. Он тоже полностью сухой. Ну, короче, экскурсию по лесу мы вам покажем на днях. А пока нам нужно, не теряя времени, мутить прикормку и закидывать донки. Заодно пупушки сравняю. Рассада у тебя тут пошла. Рассада. Надо ее размельчить будет, Костя, все так. Ну, пойдем. На закуску эту травку. Закуску? Ну. У нас есть что закусывать. У нас базой будет земля, а прикормку мы будем уже в землю добавлять. Потому что, как говорит Гробовский, Норманд, надо на 5 килограмм земли килограмм прикормки. Много кормить не надо. Рыба подойдет. Это как вот, если вы представьте, вот, что вот, как сироп. Он же не вкусный сироп, а лимонад вкусный. Вот. Так что делаем мы малоконцентрированную такую прикормку. Заодно равняем почву у нас в лагере. А то пойдешь ночью в туалет, да, Костяныч? Или побежишь подсекать, а тут крот из норы за ногу хвать. Мы в детстве с пацанами в женской бане подсекали. Так, сначала у нас пойдет лещ. Давай. Это с печеньками, желтенькое, в желтенькое ведро, Желтенькую, да, в Костян? желтенькую, конечно. У нас же все должно быть. Костян, как ты думаешь, нам будут писать комментарии, что мы дебилы? Конечно. Да? Да. А Ой, люблю такие комментарии. кто мы надеемся? Конечно. Но мы красивые. И осознанные дебилы. Конечно. Ай, не знаю, Костян, был бы я лещом, я бы только землю ел. Такую. Землю. Смотри, какая. Он же все равно он в земле там своей трубой сосет, правильно? Да. А тут она вкусная еще будет. Ой, с корешками. Илушку сосет. Вот, может, Сэма немножко подлей туда. Можно, только не туда, а сюда. Костян, а вторая тоже оказалась желтая и тоже лещ, но с чесноком. Запомни, что чеснок у нас будет в зеленом ведре. Если что, можно понюхать ведро. Обоняние. Понюхаешь ведро и вперед. Ой, красота. Но тот желтый, по-моему, желтее, чем этот желтый. Этот зеленовато-желтый. Да. Может, это знаешь из-за чего? Там в ведро все-таки желтый свет еще давало. Оно ж просвечивается, Ну, а наверное. этот зеленым просвечивается. Готово.
Недалече. У тебя вроде клевало, Кость. О, клюет. Вытаскивать или будешь боты одевать? Клюет, клюет, Кость. В тапках? Подожди, подожди, подожди. Колокольчик будешь снимать? Клевало, Кость, клевало. Есть? А, какая-то мелочуга есть, Кость. Да, ух ты, нифига себе. Не то, что мелочуга. Подлещик. Нормальный подлец. Класс. И у меня клюет, Кость. Да? Смотри, только закинули. Ух ты, так это... Это густера. Нифига размеру густеры. Я Вот это размерище. реденько такую встретил. Класс. Красавчик, Костян. Сайка, спасибо, что сказал. Ну, а что? Ну да, ставь свой роскошный. Что? Что? А, посадок? Садок, да. Ну так удобно тебе, Костяныч? Оно удобно, только я боюсь не слететь. Кидай, кидай. Все, отлично. Очень удобно, даже если вода прибудет, можно оттуда. Надо, пум, жик по горочке туда, так раз, аквапарк. Да. Адский аквапарк. Дождик пошел. Пошел дождь, ребята. Костян уже достал первую рыбу. Хорошая такая густерина. Я вот только что закинул тоже свои две доночки. Одну закинул с длинным поводком 60 сантиметров, с тяжелой кормушкой, скользящей. Потом покажу. Вот мой фидер. Поставил сигнализатор. И уже даже 2 раза пискнула. Вот Костяна донка. Вот еще у меня такой полукрокодил. Все, я пытаюсь на пенопласт поймать рыбу. Хрен знает, что у меня с этим получится. Такие коротенькие поводочки, пенопластик и кормушка пружинища. Пошла течка, поэтому смотрите, что с резинкой произошло. Я даже крючки еще не поставил. Ее вот туда вот натянуло в сторону по течению. То есть она закинута вот туда, а течением ее просто снесло. Она уже вон в кустах. Не знаю, что делать. Если течка остановится, то тогда я ее подмотаю, она выпрямится и буду на ночь закидывать. Идея была такая, что на сама ее зарядить на ночь. Вот. Но если течка не прекратится на ночь, то буду просто донку закидывать на сама. Поставлю, сооружу спиннинг с толстой леской, с большим грузом. Поставлю выползки, забросим, посмотрим. Так, ладно, надо уже дровишки, о дровишках подумать. Иначе задубеем мы. Вот к дождю мы не были готовы. Ну, в смысле, мы были к нему готовы, но мы не хотели в нем находиться. Да, Костян? А он пройдет скоро, он просветит. Но вроде бы он сейчас уйдет вправо и не будет больше дождя. Неохота в шатре сидеть просто всю дорогу. О, дождик прошел, ветра нет, кайф. Прям вообще рыбка клюет. Вечер чудесный. Офигеть, хорошо. Сейчас костерчик распалим. Ага. Я уже думаю, мы, может, и не готовить ничего. Нахер эти блюда разготавливать на ночь. Мы же с тобой растолстеем, Санька. Мы ж спать еще не собираемся. Захотим вот горячего, ну забацаем макароны. Не захотим. Какой у меня замечательный самогон. Мне друган из Греции привез такой пакет, полный вот таких вот стручков, каких-то плоских, коричневых, засушенных стручков. Деревяшки такие, дын-дын-дын-дын. И такой говорит, вот это сладкая штука, греки ее перемалывают и заменяют сахар полезно. Ты толстый, тебе надо, на. Я такой взял, и они у меня лежали, наверное, год или 2. Но выкидывать жалко, друг все-таки подарил. Думаю, что с ними делать? А у меня был самогон белый, чистый. Я взял как-то, отлил, буквально грамм 200. Одну эту поломал, стручок один. Раз туда, бросил, закрыл крышкой. Через неделю, через 2 открыл. Такого
слабо шоколадного цвета, такой как чаек, что... Нет, чай желтый. Шоколадного? Да, он А такой. какую же крышку ты тогда открыл? Это уже дурак. И на вкус я такой налил, попробовал. Блин, такое сладковатое и со вкусом шоколада такого. Нифига себе, что это? Это же не какао-бобы были. Я давай их читать, что это такое. Думаю, я изобрел офигенную настойку, никто об этом не знает. Покопался, короче, в интернете. Оказывается, эту настойку изобрели европейцы, ну, те, которые в южных странах Европы живут, еще 2000 лет назад, Типа оказывается. испанцы там, да? Да, да, итальянцы, испанцы. Это какое-то дерево, я уж не помню сейчас, как называется. И эти стручки, они всю жизнь настаивали на водке, на самогоне. Нифига себе. Но у тебя есть еще эти стручки, Костя? Не, больше нету. Но я думаю, можно заказать. Это не проблема. Сейчас Как они называются? Ну, я вспомню. Я сейчас не помню, но я найду. Макадамиево дерево? Ну, нет. А как-то так называется, что хрен запомнишь. Саня. Да, но вкус он прям очень вкусный. Вкус не вот вкусный по сути и по вкусу. Вот. И у меня как раз осталось где-то 200 грамм настойки, ну, крепко градусной, градусов 90 на этом. Я как раз нашел, копался, перекладывал в кладовке. Смотрю, о, а что это такое? О, это же эта штука. Раз такой градусы померил. О, 90. Разбавил, и получилось пол-литрушечка целая у меня сегодня. Слушай, Костяныч, а течка начинает прекращаться. Смотри, резинка начинает отходиться, видишь? Градусов 20-15 дала обратно. Вот если она ночью выйдет на свое дежурное состояние. Выйдет. А ведь видишь, как тут какая фигня. Когда туда течка прекращается, начинает работать сюда обратно в залив. Да. Так что сейчас выправится. А кайф какой, когда ветра нету. Блин, такой такая кайф. тишина, такая гладь. Вообще. Тишь да гладь, да божья. Благодать. Может быть, Артурка сегодня к нам в гости подойдет на твой запах твоего Местный житель, самогонки, да. тот самый, самый бывший высокопоставленный полицейский, Да. а ныне сварщик. Нет, ныне он монтажник-подземник, он Подземник. винтовые сваи монтирует, устанавливает. Пойдем-ка, Костяныч, за дровами. Клюет у тебя, клюет. Самая красивая. Есть? Ну вот, вроде есть. Да? Но не точно. Нет, наверное. Наклевала красиво. Клевало красиво, но этот колокольчик подсуропил. А я бы, Кость, А, не есть, ставил есть, бы. есть. Да? Я Есть. колокольчик все-таки не ставил бы. Ох, О, давит, Давид, ничего себе. Ты смотри, как красиво, а? Ах ты, блин. Даже, блин, неохота вытаскивать. как Вытаскивай, давит. вытаскивай. Да, Ух ты, в садок заведет. Костян, стой! это мелочь, Саня. Густерина. Ну, мелкая, ну, зараза, сильная какая. Ты смотри, до сих пор упирается. Да. Ой, мне к тебя не. Ну, она что-то жирнее стала. Густерант. Ну, видимо, уже поднагулять успела. Ну, наверное. В толщину Не, что-то. хорошая густеринка, хорошая. Она упиралась в 3 раза сильнее, чем та, которая была в 2 раза больше. Да? Угу. Может быть, ее сом за хвост держал? У нее какие губы крепкие у нее. Две рыбины, Костян, у тебя сегодня уже. 2-0. 2-0. Не по-людски это, Константин, не по-людски. Не по-людски. Да коты, видишь, нет. Дело в том, что не все понимают. Я-то ловлю, а Санька снимает. Это рэп. Рэп? Слушай, Костян, смотри, у меня клюет. Чая попить не дает, представляешь? О, видал? Да, только что.
Ну какая осторожная рыбина попалась. Но так дернула ловко, пока я чай наливал. Ну что, мне опять идти чай пить получается? Без чая не берет? Ну ладно. О, опять, смотри. По замашкам густерина, Кость. И у тебя, да? Такой удар сейчас был. Прям ударище? Вот так. Ты не слышал этого? Не. Звякнуло даже. Прям долбануло так. Вот она. Опа. Есть? А? Есть, да? Наверное, но... Она твое пожевала и ко мне пошла. Вот собака. Ну не уверен, как-то она вяло идет. Вот я тут тащил, не был уверен, она не дергает, как знаешь. Нет, ничего. Костяныч, Ну, настал мой звездный час. Только у меня подлещик. подлещик? Да, Думаешь? уверен. Не, ветеран. О, слушай, Здоровенная я густерина. офигею Такая просто. же, как у меня первая была. Точно такая. Слушай, ну она вообще себя никак не проявляла. Вот Она я там, тебе и говорю. она там сидела, и она уже вон в заглоте. И тянуть она не хотела. Она, видимо, Офигеть. еще просыпается. Но она красивая, смотри, какая А крупная. глаза какие Офигеть, огромные. У да. меня нет таких больших глаз. Мгм. Это большеглазая густерина. Ну да, она самая. Так, ну что, ребятки, резинка вроде бы встала в нормальное рабочее положение. Заряжаем на сомика. С учетом того, что сейчас апрель, если клюнет налим, жаловаться особо тоже не будем. Обещаем. Ребят, ну что это, разве не вкусно? Посмотрите. Ну вкусно же. Вот такая вот мощная конструкция отправляется на поиски сама или же сома в пучины ночной Даугавы. Ты готов? Да, капитан. Не Не слышу. Так точно, капитан. Кто? Кто проживает на дне океана? Айбоб, Пепе. Желтая губка, малыш без изъяна. Айбоб, Пепе. Кто успевает всегда и везде? Айбоб, Пепе. Кто так же ловок, как рыба в воде? Айбоб, Пепе. И теперь Спанч Боб Сквепенс, Спанч Боб Сквепенс, Спанч Боб Сквепенс. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль.
Вот наша берлогушка. Красота, блин. Тут Костяныч. А тут я. Мешочек мой один, второй. Это мои шмоточки сухенькие. Я их потом раз под кровать положу. Чем еще кровать удобно? Под кроватью можно разместить вещи. Вон сколько там пространства. И в палатке вроде как не занимать. Зимой можно вот печку подрубить. И в полный же рост стою. Вон еще до потолка сколько. Ну, Костяныч. Здорово. У меня коктейльчик. Ну, отлично. Лонг, так сказать, дринк. Лонг-дринк. Такую вот, ребят, трубу сделал, чтобы можно было регулировать силу потока. Из нержавеечки вырезал, сварил. Здесь вот можно лишку на улицу выпускать, потому что бывает, когда тепло, можно тогда приоставить немножко на улицу, чтобы шло. И здесь открыть на полную. И все. Квадратная она у нас, потому что вот у нас отверстие в палатку тоже квадратное. Раз, подключаем. Ну вот когда пойдем спать, врубим, она начнет дудонить и будем греться. Есть у нас вот такой вот пультик, видите? Вот. На нем можно температуру выставлять. Он будет висеть внутри палатки. Он не просто пультик, он еще и термодатчик. Вот, мы будем задавать температуру, и температура будет в палатке постоянно поддерживаться на том уровне, на который мы ее установим. Да, вышло. Огоньки. Отлично. Что, еще немножко дровишек? Давай. Какая же вода интересная, Костян. Ты только посмотри, какая вода. Такое ощущение, как будто тонкая изморозь идет по воде. Слушай, Костян, что с водой? Ну это пыльца, Саня. Пыльца? Конечно. Очень Быстрее. красивый эффект. Ага. Первый раз такой вижу. Я Как тоже будто первый раз. белый малахит, да? Мгм. Ты уверен, Костян, что это пыльца? Ну а что это? Сейчас все цветет. Березы, осины, сосны. Все подряд. Это у них сейчас выброс этих всех семян. Прямо вот так, да, Кость? Угу. Посмотри, она какая-то липковатая, Ну. черная. По консистенции она, да, пыльца, потому что она настолько мелкая и маслянистая.
посмотри, как красиво. Очень красиво. Как будто паук огромный пруд затянул, да? Я в шоке. Причем на всем поле зрения, сколько можно посмотреть, да? Как какая-то компьютерная графика. Да, не рисует. Костян, ты видел? Дернулась, да? Да. И даже пикнула. Пикнула, да? И потом еще, ну, когда выходили из шатра, еще раз дернула. Я думаю, опять сидит густерина. Возможно. Посмотри, Саня, у меня колокольчик сбит. Мы, видимо, пока У ходили. тебя и натянута леска, Костя. Ай-яй-яй. У тебя же провисшая была леска. Да. Давай я свою сначала вытащу. Что, ну, по-моему, дергает. Смотри. Ой-ё. А чё? Ничего. Нет? А, рыбка. Густера. Хорошая густерка. Смотри. Отлично. Красота. Заглот полный, Костя. Ага. Сейчас будем палочкой доставать. Костяныч. Даже ночью нам весело. Ух ты. А может и нет. Так. Слушай, мне казалось, у меня тоже не было, Костя. И даже не съеденная. Да? Значит, колокольчик просто так сам упал. Вкусную, Костян, землю мы сделали. Земля нормальная. Но она отыграет тогда, когда мы поймаем леща. Леща пока не было. Услышим? Да? Ну давай, Сом. Пока что, видишь, еще течка идет. Да. Когда она остановится, черви залягут на дно. А там их ждет кто? Кто капитан? Сом. Капитан Сом. Да. Дубова, Костя, дубова. О, да. Опять ветерок северный подул. Было 1,5-2 часика, когда вообще не было ветра. Вот был кайф. Ну и сейчас кайф. А? Да и сейчас кайф, только по-другому. Кайф, но руки мерзнут. Вот тебе горчичка, Саня, вот черный хлебушек, колбаска, лучок, чесночок, огурчик. Горчичка. Чаек еще есть? Должен быть. Сейчас как А на десерт засяду. бананчик. 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 Бананчик перед сном хорошо. Да. А сон еще не скоро, Костян. На сама сидим. Как оно, как тебе сказать, у кого-то не скоро, а у кого-то уже близенько. Не понял, ты тоже это слышал? Да, был. Так он же загорелся, он Мгм. белый. Да. Белый крокодил. Ах, белый крокодил. Аутентичный у тебя колокольчик, Костяныч. А веревка у тебя такая, самовья, да? Слушай, что было, как говорится, в закромах у деда. Видишь, как сует? Это не русская, конечно, но зачетная горчичка. Вкусная. И лучок. Лучок и колбасек. И чаек. И чаек. Погрею руки у твоего чая.
Ой, так он уже холодный. Пожалуйте к столу. Так, в уголек к чайнику прилип. Не поставь на стол, Костян. Класс. Костян, как ты там разбираешься в кухне в своей? Как-то на ощупь, Саня. Ой, блин. Что тебе, эту таблеточку? На таблеточку я, наверное, завтра. Завтра. Сегодня, да, таблеточка, ты же знаешь, насколько мощная. Так это тоже мощный. Ты посмотри, заморочились, да, из бамбука все сделали. Я сегодня зарядил сюда вот 2 раза по столько. Ну, Сюда. 2 раза по столько. Ну, значит, И был же насыщенный чай такой. так что все окей. Хорош. А ты видел, Костян, что я сегодня буду есть с чайком? Это мои любимые треугольнички. Они со всякими Орешками. семечками, орешками, тыквенными семечками. Ну, это с шоколадом. Тут вот на эту пачку в 220 грамм. Я думаю, что грамм 100 масла точно есть. Сливочного. Минимум. Она дома была так хорошо настроена, Кость. Ну, понятно. А сейчас влажность, мороз. Ну как думаешь, все удастся спасти ситуацию? Да, я надеюсь. Костя, какая же она красивая. Вот это называется верхняя дека. Да, Это нижняя дека, это обечайка. да. Так вот сюда используют очень-очень дорогое высококачественное дерево в хороших гитарах. И вот это, скорее всего, палисандр. Александр. Костян, а мне кажется, Вот это это, не скорее палисандр. Знаешь, что это? Слушай, Может, кедр какой-то там. мне кажется, это венги. У меня кий бильярдный из такого дерева. Оно очень жесткое, крайне жесткое. Венги тоже очень жесткая, крепкая древесина. Как думаешь, это гитара, Костяныч? Такая, на которую уже можно типа на концерте сыграть? Что скажете, профессор? Да какие проблемы на концерте сыграть? На концерте можно и на лопате сыграть. Может, в телефоне программу включить? Настройщика? Справишься? Вот здесь программа. Чё? Тонкими мазками, осторожно, разгоняя ветер, раздувая воду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город. В непогоду я сегодня занят, я художник, я рисую город в слякоть и дождь. Вот эта улица, вот это дом, вот остановка под самым окном. Глупо, наверное, все под дном. Поздно и холодно, что ж ты медлишь?
Может, я нарочно все напутал, и весна смеется, а не осень плачет. Может, нарисую солнце, утро, только в жизни чаще все иначе. Хочешь, нарисую солнце, утро, только в жизни чаще слякоть и дождь. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. Глупо, наверное, все об одном. Поздно и холодно, что ж ты медлишь? Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. Глупо, наверное, все об одном. Поздно и холодно, что ж ты медлишь? Просто что-то, Костян, мне так нравится просто вот бренчать. Это не прекрасно. Ой, Когда спасибо, тебе спасибо моим любимым родственникам Когда тебе надоест. за этот подарок. А понимаешь, на хорошем инструменте оно и прикольно, и бренчать. Смотри, здесь когда близко, Да. почти другой как звук. электрогитара. Да, да, другой звук совсем. Если ты посмотришь какой-нибудь концерт Да, профессионалов, и там ты обратишь внимание на гитариста, ну, то есть на электрогитару, да. ты увидишь, что у нее стоит такие белые с точечками полоски, несколько штук. Да. Это звукосниматели. Да. Один звукосниматель берет отсюда звук, один отсюда, один отсюда, Да. один отсюда. Можно сказать, что это деки повторяются. Да, да, да. И- это- Он просто их переключает, Да, когда да, ему да, надо да. какой звук. И плюс у него еще есть педалей куча. Да. У хорошего гитариста вот такая вот огромное количество педалей. До 30, до 60 штук. И на каждой педали еще разные регистры. Это все разные звуки он извлекает. Кстати, в Латвии есть контора молодых ребят, которые производят охерительно крутые педали для электрогитары. Да. С определенным узким очень звуком. И котируется в мире, у них там, ну, грубо говоря, на их примочках играет там какой-нибудь Бона, YouTube. Представляешь? Насколько круто. А ты жила-была, Изабелла пила, поплыла ко мне, забыла дела, на берегу под белой яблоней, на блюде села, любовь сплыла по наши белые тела. Ты скажи, о, мой малютка, мой эмбрион, куда ты унесла его на своих длинных ногах, толстая злая, как лиша. Да-да-да, пай, да-да-да, пу-пу-пай. La la ты жила-была, Изабелла пила, поплыла ко мне, забыла дела, на берегу под белой яблоней, на блюде села, любовь спила по наших белых тела.
Ну, ребята, спокойной ночи. Что за самогон? Аж я сглотнул, Костян. Хорошего, как говорится, помаленьку. У Костика всегда в кармане была припрятана конфета, а чаще 3. Про Костика и Гриню, умных и смелых, но не очень. Пойду выдерну свою донку. Там, наверное, палтус лежит на дне. Вот такой. Пусто. Пусто. А вот на твоей что-то есть точно. Всю ночь моя меня подбуживала. Ну, так и ты же Пик-пик, пик-пик. любишь ведь такие эти сигнализаторы. О, даже червяк еще есть. 1 из 3. Надо кофе длинным наливом наливать. Жерло позволяет. Чтоб пузо было в брызгах. Вон. И хватит. Достаточно. Все, спасибо, Костя. Ну что, Костян, там сом не меньше. На твоем поводочке? Думаешь, сон? Что-то есть. Что-то есть, что-то есть. Сопротивление нарастает. Ты так Внимание. тянешь, что у него плавники отваливаются на ходу. наверное. Ох ты. Ой, идет-то как. Идет-то, идет. Заходит. Смотри, повел. Садок ведет, садок. Вот она, рыба моей мечты. Эх ты, клоун. Зато как сыграно-то. Знаешь, как красиво на камере смотрится это все. Первая сегодняшняя рыба. Блестящий подлещик. Или густерка. Подлещик. Не, густерка. Смотри. Смотри, Костян, она почти с мою голову. А если так? Вот так. С 2 головы. Я дарую тебе жизнь, малыш. Плыви же, плыви. Костяныч. 7 утра. Первая рыба ушла в водоем. Саня идет купаться.
на край острова закинул. Устраивается такой заброс? Да нет, устраивает, лишь бы тебя устраивал. Лишь бы леща устраивал. Лишь бы леща. А если леща будет не устраивать, мы ему леща дадим. На пыльцу это не похоже. Это как будто пепел какой-то. Это пепел и есть, Костя, правильно. Где-то что-то горело. Пожар, думаешь, был? Угу. Это пепел, точно. Что делаешь? Ты решил прибегнуть к хитростям. Ну, я не то что к хитростям, я... К помощи химической промышленности? Во-первых, я поводки поменял на этой. Нафиг этот пенопласт. Нафиг этого Гарика Рыболова. Ага. Тем более, что у нас плоских кормушек не купить. А эта спиралька, ты вытягиваешь эти все поводки вот так вот. Как будто их на вертолете возили. Причем без заднего винта. Блин, руки скользкие. Вывернулось из руки. Я когда кепку сейчас снял и надел шапку, у меня уши так к черепу пым, и я понял, насколько они холодные, они ледяные были, мои уши, представляешь? Ой, нормально. Я дрон. Горяченького. А не взять ли тебе в руки гитару, Сашка? Сейчас колбасы отойдут. Колбасы. Слушай, Костян, как им, блин, не холодно? Им? Деревьям-то? Да нет, этим птицам. А птицам у них говорят. Они ж без курток летают. +1, Костя. И такой человечек стоит в наушничках, солнышко с телефончиком. Значительная облачность. Но, знаешь, осадков зато сегодня не будет. И ближе к 2 будет +4, так что будем загорать. Латун просто сегодня адский. Я на тебя смотрю, мне холодно. Блин. Сколько сейчас? Градусов 0, 3, наверное. Нет, 0? Саня, меньше. Мне кажется, 0. И ветер этот еще А пронизывающий. может даже и с ветром кажется, что минус. Кажется, да. Потому что я в варежках
перчатках, замерзаю. Не знаю, как это на клев отразится. Никак, мне кажется, Сейчас еще клевать не будет, будет. сейчас он еще будет меняться на северо-восток. Да, он уже, наверное, поменялся, нет? В принципе, да, северо-восток. Север-то там ведь. Ну, а восток вот прямо на Донках. Ну да. А он вот так вот дует. Ну, северо-восток. Самый любимый лещевый ветер, да, Костян? И он 2 дня, сегодня и завтра. Ой, блин. Надо что-то делать, надо как-то перемалывать эту ситуацию. Как говорил один мой знакомый штукатур, будем, когда криво стенку делал, будем побеждать. Без масла заходит. Звякать так рано утром не надо, а то рыбки обидятся. Было другими варежками, конечно, это делать. Это у меня парадно-выходные. Ага. И понесли. Завтрак туристов. Оливкового масла. Многие думают, что оливковое масло класса Virgin не стоит лить на сковородку, мол, оно горит. Но это неправда. У каждого масла есть своя температура горения, и у оливкового Virgin оно не самое низкое. Поэтому, если вы не перегораете на среднем маленьком огне, то, например, итальянцы всегда используют только Virgin, и это очень вкусно, ребята. Давай. Ух ты. Бля, крышка-то маловато. Крышка-то маленькая. Что делать? Как-то так. Хотелось бы, чтобы... Вот она, по-моему, это та же самая. Наверное. Ну-ка. Нет, это побольше. Тарелочка тепленькая. Вот она. Уже вот так вот. Ать. Вот так вот. Ать. Оп. Сверху яичечко. Оп. И вот так вот. Как я хотел, Костян, позавтракать. Вот и завтрак. Это очень вкусно.
жиденько. Это надо сделать вот так, Костян. Не, это с яйцом надо делать. Подожди. Яйцо сверху положи. Сейчас. Хотя бы кусочек. Снимаешь? Это надо делать вот так, Костян, смотри. А когда желточек попадет тебе на бутерброд, жиденько. Будет еще лучше. И вам приятного аппетита, мальчики и девочки. Так вот раз. Паровозик отправляется. Страусы спят полустоя или полулежа, смотря о какой части страуса говорить. Про Костика и Гриню, умных и смелых, но не очень. Что-то есть. Ну, да. Угу. Вон он. Вот он. Еще. Ну вот. Я же говорю, вещевая поклепка была. Он пока ты друбил дрова, он все время это делал. Несмотря на холод и стужу, продолжаем. Продолжаем. Как-то уже сразу не так руки мерзнуть стали. Уже как-то повеселее. И приятно, что подлещик. Не все потеряно, Кость. Даже несмотря на этот северо-восточный ветер. Слушай, солнышко встало, но уже что-то лучики как-то. Лучики как-то пробивают, да. Ну ладно, Костяныч, я за дровами. Сегодня что, надью делаем? Надейку. Надейку? Надейку. Наденьку? Да. Согреемся? Анжела у нас была уже. Сегодня Надя. Потому что я чувствую, что ночью-то будет ой-ой-ой. Ой, ох, как сейчас клюнула, Костя. Твоя? Да. О, Лещ. слушай, Точно лещ. хорошая поклевка. Смотри-ка.
Густериночка. Густериночка, да. Знаешь, что в этой шапке хорошо? Что, апельсины прятать? Клизму провозить. А что ее провозить-то? Куда ее провозить? Клизмы, они везде есть. Раз такое дело, подкормим кашкой его маленько. Овсянка, сэр. А. О, овсяный запах сразу пошел. Да? Да. Тянется. Разбухнет. Может быть, даже не варить, а знаешь... Убрать. Я тоже так вот сейчас стою и думаю об этом. Да. А что думать? Еще через минутку сразу уберем. Ну, поставим в теплое местечко. Александр. Смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. О, ё-моё. Напарился офигенно. Блин, вкусняцкая. Липкая. Хорошо клевала. Даже замечательно. Густериное поклевище. Такая, ты знаешь, может даже... Ну, кто там у меня? Интересно мне знать. Но... Густериночка. Густериночка, да. Ой, густериночка, ты моя густериночка. Работает каша. Постоянно клюет сейчас Костян. О. О, нифига какой лещарка. Красавчик. Худо-бедно, Костяныч. Склевывается. Набираем. Ты на одного белого, да? Нет, с красным. Похоже на лещевую. Еще раз. Похоже на лещевую. Хороший был. Заявка. Что-то есть, Костя.
Пиздрики, да, вот эти вот? Блин. А, еще выпрыгивает из воды. Вот они, красава. Вот это твоя каша, Саня. Вот это каша. Говорил нам великий Нормунд. О. Вот это зверь. Есть? Густеренка. Я на крокодила тоже вытащил сегодня густерку, даже снимать не стал. Вот твой маленький крючочек, Да, крючочек работает. смотри. Александр. Видишь, он зато автоматически ловит рыбу. Да. Иди в свою стихию. Мы сегодня на рыбалке с Костяном. Есть тебе что-то негритянское, Александр? Знаешь, как это называется, то, что я настукиваю у барабанщиков? Парадитлы. Парадитлы? Да. Сам ты? Парадитлы. Сейчас с дерева бух, мешок с золотом. Ура! А там ничего. Ну, дети, сегодня у нас урок рисования. Будем рисовать карандашами муравьев. Что сделать хочешь? Ну, видишь, Наказать бревно? здесь такая ложбинка идет. Видишь, он как бы кривоватый. Да. Вот, например, так он ровный, а так ложбинка. Вот эта ложбинка у нас будет для прохода воздуха в ноге. Но я немножко сделаю здесь начес. Слушай, Костян, сколько мы их уже вытащили? Твоя подружка, Саня. Моя подружка — кроватка и подушка. Ах, Костян, ну эту я, пожалуй, оставлю, да? Да? Костян, смотри, полностью провис. Это лещ. Это будет лещ. Это лещ будет, Костян. Надеюсь. Так провисло, что офигеть. Блин, да ты что? Серьезно, что ли? Она уже и повадки лещевые взяла. Красотка. Ну пока отпускаем, Костян. Вот так. Тебе отрезать сыр? Да.
Неплохой сыр. Что за марка? Французский. Я его второй раз уже в Lidl покупаю. Французский, он такой полутвердый, полумягкий. Да, ну вкусный. Хороший такой, да. Консистенция хорошая. Томме. Томе. Томе де Монтане. Томе де Монтанья. Да. С быком. Да, и с девушкой. То есть это бычий сыр? Селянка, бык. Бычий девчачий? Бычий девчачий, да. Непонятно чей. Ну, короче, Костян, теоретически сом клюнуть может, потому что температура, Ой, даже градусник Да. взял с собой. температура на полградуса больше, чем 8. 8,5? Да. Соответственно, Да. мы уже на полградуса, как говорится, к саму приблизились. Да, если я сейчас чай вылью горячий в речку, то еще на полградуса. Немножко, да, в этом регионе. Резиночка-то заряжена, но молчит. То в ту сторону натянет, то в ту. Вот сейчас она стоит в идеальном положении. Приманки находятся на дне. Ну, надеемся, может, налим хотя бы клюнет. Хотя бы. Налим. Налим был бы здорово. Сейчас-то точно лещ? Александр. Не знаю. С этой палкой тут не поймешь, что там. На эту палку можно дрова из леса вытаскивать. Да. Можно дрова, а можно вот такую огромную. То же самое, да? Да. Причем, Это еще меньше. видишь, как я ее ловко Да ты просто зверь. под мышку поймал. Зверюга. Да. Да. Вот Костя вот еще густерину вытащил только что. Клев есть какой-то? Есть, да. Густера поклевывают. Вчера 2 больших густерины поймали. Или 4, я уже не помню. 4. Вот, 4. А сегодня 2 хороших подлещика. Ага. И штук, наверное, уже 15 выпустили густерин таких, С ладошку. с ладонь. Да уж. Да уж. Не по-пацански это. Нифига себе, Костян, как долбит. Подожди только. Клевало, да, у тебя клевало. Вот сейчас что-то посерьезней. Да. Что-то посерьезней. Подлещик, Костян. Прекрасно. Подлещик. Так заглотил, блин. До самого этого нужна Вон палочка. зеленая палочка. Выручалочка. Да отпускай.
Попробую у Костя макароны с чесночком сделать. Прекрасно. Идея хорошая. Попробовать надо, потому что, видишь, Вот у тебя такие тарелочки. хочу просто на одну донку поставить, может быть, от густеры избавлюсь. Немножко она меня Не вдохновляет тебя густера? подприелась. 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 Ну, батенька, вы гурман. Часть макарон с чесноком, Костян, а часть пока не знаю, с чем сделать. Что у тебя есть? Гвоздика, какой-нибудь там анис, семя мандрагоры. Семя есть, но не мандрагоры. Ага. Нет, это ты, пожалуйста, предлагай другим рыбам. Немножко вот так вот насыплю я, Костян, сухариков. Да? Ну, чтоб они так облипли, знаешь. А ты в прикормочку их обсыпь. а не Кого? в сухариках. Макароны. Они будут пахнуть прикормочкой. Да не, я чисто вот на сами макароны. Да. Ох, красотища. Ну, какая у меня тут, Костян, столовка. Мясные блюда. На гарнир с чесночочком. Без чесночочка. Манго и карри у меня есть. Не хочешь? Манго и карри? Нет, не хочу. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Нет, просто не знаю. С чесночком. С чесночком, с греночками. Я думаю, Костяныч, леши сейчас пойдут рядком. Рядком. Что, будешь готовить? Да. Рисиус, Басматиус. басматиус. Высококачественный. Ой, красота. Половиночку. Пачечки. Половиночку. Нам же много не надо, Не. чтобы не обжоры. Не, У нас еще макароны. ну что ты. Подожди, подожди, только не спеши. Саня, это Лещара. что-то посерьезнее. Ну, клевала очень красиво, Кость. Да. До того, как я камеру аж вся удочка прыгала. Она сейчас у меня. Ну нет. Скорее всего, густерина опять. Но большая. Ну какая-то. Ну смотри, как давит. Ну, ничего себе. Да, да. Давит. О, слушай, лещ. Костяныч, лещ, да. Стой, 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 стой. Слушай, неплохой лещик. Стой, подожди. Оп. Вот это, да? Вот этого. Молодец. Он Красавчик. Чисто на белого, да? чисто на белого. Нафиг этих красных. Да. На красных одна густера берет. Да, да их насаживаешь, потом, блин, слетают они. Красота, Костян. Так, давай меня. Удержишь? Нет, так выскользнет, Сань. Дай, я дай, выкину. дай. Все, отпускай. Слушай, какой красивый. Хорошенько. Опа. Их недалеко. Да. Вот. Костян, а что готовить-то будешь? Буду готовить вот
Курочка есть. Да. Вот такие классные специи индийские. Абсолютно без русского текста. Это нам наш подписчик Роман привез из путешествия. Он работает на этих... Путешественником? Да, ну на кораблях, короче, дальнего плавания. Почему ты так показал? Он что, по кругу плавает? Ну, для меня это, знаешь, вокруг земного шара. Я у него, когда мы встречались, я у него спросил, типа, куда плаваешь? Он говорит, да по всему миру колесим. Так что, да. Он на колесах? Ну да, на колесах, на таких, на водяных. Ну, спасибо теплоходах. Роману. Да. Так он дофига же подогнал нам. Слушай, всякого. целый ящик, и там не только специи, там и чай, и кофе, и Сигареты. сигареты, и даже самогон. Вот, за Что немаловажно. Да, что Костяныч? крайне важно. Сегодня мы его попробуем. Так и что готовить-то будешь? Так я хочу приготовить карри. Курицу карри. У меня для этого есть имбирь, чеснок, лук, вот эти специи, курочка свеженькая и йогурт со сметанкой, масло. Ах ты ж, ё-моё. О, вот это хорошее что-то. Вроде бы. Ух ты. Клевало, конечно, очень красиво. Наверное, большая густера. Кто там? Ага. О. О! Вот это лещик. Вот он. Помогать? Костян клюнул. На макароны? Нет. За жабру бери. Клюнул прям по лещевье. С подтяжечкой все Такой как же полагается. примерно, да, как у меня. Даже может Да. чуть поболее. Хороший. Отлично. Класс. Да. Вкусненький. Ну что, идет раздачка? Пообедать или чайком с плюшками обойтись? Этот вопрос вставал на пути Костика каждый день. Про Костика и Гриню, умных и смелых, но не очень. Ну что, Александр, густерочка? На макароны лещик? Думаешь? Да. Густерочка. Нет. Лещик. Подлещичек, да. Смотри-ка. Небольшенький. Ну ничего. Ну чё? Ну неплохой. Неплохой. Зачетненький. Да. Смотри, макароны работают. Работает. Причем с чесноком, Кость. Ну конечно. Чесночок это вещь. Красота. Ты посмотри на нее. Густера. Просто взял эту удочку, хотел сделать, живца поймать. Сейчас клевал опять так прям. Клевало хорошо. Тадын. Ну, густеринка. Густеринка. Начнем, пожалуй, помулясь. Обед готовить. Сливочный буду класть. Растительного. И для
для сытности и аромату. Там у тебя имбирь. Имбирек, чесночок. Смысл в том, чтобы из всех этих имбирей, чесноков выжать в масло аромат, чтобы оно было вкусное. Аромат идет, Костя, вкусный. Туда же курочку. Мазь отличная. Ой, Саня! Что такое у тебя? Твоя? Да? Ох, что-то серьезное. Ого. Подошел лещара. Подошел красавчик. Ух ты, ё-моё. Нифига себе. Ничего себе. Вот это да. Ух ты, ё. Не спеши только. Вот это да, Костян. Вот у меня полторашечка так же. Стой. Не Тянуло. спеши. Да ты что ты? Офигеть. Что творит, а? Ох ты. Густера. Нет, лещ. Лещ? Да. Подожди, давай его аккуратненько возьмем. Небольшой. Ну как, нормальный, хороший. Отличный, Костян. Отличный. Молодец. Взял. Тихо. Слушай, ну этот бодрый. Угу. Этот не гигантский, ну такой прям бодряк. Ну, удочка у тебя сгибалась Да так, что вообще. такое ощущение, как что будто ты его за полтораха. хвост. Да, за хвост. А тянул. тут всего-то лишь, сколько тут грамм? 500? Ну да. 600. Полезай. Вот это такие мне нравятся. Красота, отлично. Таких я люблю. Гигантов пока нет, но тем не менее, А кто? Вечер-то еще не кончен? ну, еще день не кончился. Ну, Вечер еще не начался. Молодец, Костяныч. Молодец. спасибо, Саня. Ну нет. Ты хочешь прижарить как бы, да? Ну да. Ну что там у тебя, Костяныч, опять? А, Густерина. Как я и предполагал. густерина. Ну не маленькая. Ну это уже хоть похоже Такая. на рыбу. Заглотила. Смотри, почти с твою голову. Так, ну что, надо живчиков поймать, попробовать поймать, на резинку поставить. Попробуем сейчас что-то выдрать. Не факт, конечно, но попытка не пытка. Потому что на червяка за ночь и за день на резинку никто не отреагировал на той глубине, где она стоит. Ну, ребята, окуня взял. Солидный. О, смотрите. Вот тоже кабан. Не знаю, может попробовать поставить на налима. Крупняк пошел. Да? Крупняк пошел, Кость. Красноперу поймал. Да? Вот какие-то ясли. Одна мелочуга. 3 маленьких окушка, маленькая красноперка. Ох ты, блин. Ох ты, блин. Что-то более-менее было крупное.
Не было поклевки видно, поэтому я даже не подсек. Слушай, Костяныч, вот я там живцов ловлю. Да. Мне туда идет вот этот запах. А, Очень вкусный. присоли, да? Чуть-чуть, а то вообще Это баттер чикен масала, но у нас будет карри. красота. Косточки подвыли. Да. Так, вот специи, чтобы не пережарить, надо сразу добавить лук, он даст воду, И плюс вот эти все огарочки, вкусняшечки вот эти. вкусняшечки он со стенок казана и поснимает. Да. Точно. Это мы делаем деглазур. Да, Деглазир. видишь, как лучок там, как изюм. Теперь пусть поднатянется, да? Пока лук не протушится, не будем открывать. Лук будем растворять, да? Да. Все. Сон для клоунов такая же важная штука, как обед. Только еще и с представлением. Про Костика и Гриню, умных и смелых, но не очень. Как там курица твоя? Готово все. Готова? Чего теперь? А теперь я уберу ее вот сюда вот. Она острая, поэтому для свежести и убавления остроты добавим йогурт. Обычный, без... Не греческий никакой, да? Ну, он как бы греческий. На вид хрючево-хрючевым. Но вкусно. Вот тебе и карри готово. Пусть закрою крышки, пусть отстаивается, а с тебя рис. Да? Ну ты же Какой ты обещал. хочешь, рассыпчатый рис? Сань, любой. Да? Получится рассыпчатый, зашибись, но не получится. Слюни-то бегут, пофиг, пойдет любой. Ну давай, давай. Вот так. А это тоже Кость нам Роман подогнал, да? Шафранчик, шафранчик. Смотри какая стекляшечка.
Это черный перчик, его обязательно в этот рис надо. Шафран, он идет. Обязательно специи во всех. Налим? Ой, нет, есть. Ой. Щара. О, лещ. Или густера здоровая. Класс. Не-не-не. Класс, слушай, Костяныч. Красивая лопата. Красивая. Красота. Саня, Саня, Ух ты, Саня, ё-моё, что творится? Давай камеру. Ставь палку свою. Видишь, он стаями подходит. Погоди. Рис уберу с меня. Опустил полностью. Наверное, надо сечь. Да. Ага. Стайка. Но это был лещ, Кость. Потому что густера так не делают. Не, был, я говорю. А был? Я думаю, подожди. вон. Подлещик? Или Вот это... она, Нет, это густера, густера. блин. Вот ты За что? Ты второй раз так говоришь. Густера так не делает. За что? И второй раз густеру вытаскивает. Да. Не зарекайся, Александр. Как говорится, от сумы и от густеры не зарекайся. У тебя тут мистер Заглот, Костян. Он и сидел там, да. Потихонечку посасывал. Видишь, многие рисинки, да, там да. где шафран был, они аж такие оранжевые. Я не знаю, Костян, мне кажется, я сейчас сойду с ума. Я сейчас потеряю сознание, Костян. Ну что, я пробую или ты пробуешь? Пробуй. Я под рюмочку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Костя. Слушай, мы с тобой целый день съели только по... По бутику. Чуть-чуть позавтракали и съели по бутику, да? Смотри, курица. Чик. Опа. Косточки слазят. Вот так она раз. Смотри, она берет, так ныряет туда. Выныривает и сальтуху. Не трави мне душу скрипка. Константин, в этот раз Я бог рагу, да, Саня? это первое. А ты бог рис. Да. Рис тоже вкусный, Костя. А второе, знаешь что? Мне тебя жалко, тебе надо срочно. Конечно, покушать. Мне надо срочно рюмашку запиндюрить. Блин. И покушать. Давай я тебя положу, ты пока рюмашку наливай. Благодарствуйте, Александр. Ваше здоровье. Ну и засыпай пламя сверху.
Хорошие эти специи, слушай. Очень хорошие. Мгм. Ну, я к ним добавил все-таки один твой испанский перчик. Пири-пири. Ам. Приятного аппетиту. Как рис? Спасибо. Отлично. Чуть с хрустиночкой аль денте. Я специально так делал. Мгм. Ну, у меня твой чесночок попался плотно. Теперь я понимаю собак. Когда, знаешь, они глотают, не жуя. Ага. У меня фрай такой. Мика такая была в Ильинке, но она и сейчас есть. Она сначала хватала, жевала, во рту катала, а потом только соображала, съедобное, несъедобное. Несъедобное выплевывала. Костяныч, М? что не закидываешь-то? Ну смотри, тебе надо просто закинуть, Нет, и мне ты надо, можешь сидеть дальше. надо поводок поставить новый. Но эту же задачу все равно надо выполнять. Надо. Может, ее лучше сразу выполнить? Да? Хочешь, я тебя замотивирую? Нет. Да я сейчас посижу. Я перевариваю. Просто Обед. если вдруг пойдет дождь, то, наверное, вряд ли это будет делать комфортно. Да, ничего страшного. Сидел же, не клевала, да? Взял в руки чайник, понеслась. Как будто сидит и ждет. С перископом. О, с перископом, да. Ты победил лень и уныние? Это не было ни лень, ни уныние. Это просто послеобеденный морок. Ну что, Костяныч, согреться? Ой, согрей меня, Саня. Надейку-то когда будем делать? Вечерком. Еще надо живчиков пойти поймать. Ага. О, смотри, что у меня. Клюет. Посидел, погрелся, да, Кость? Ну. Такая неплохая. Ух ты! Давит? Уперся? Ага. Подожди. Давай, может, я, Кость? Ага. Сошел. Сошла, Кость. Жалко. Или гуси. Есть? Нет. Нормальная густеринка. Ничего. Такая.
Да, подойдет. Подойдет. Даже завялить подойдет. Да. Отправляйте. Путешествие. Вот сидишь, вроде холодно, а ноги протянул к костерку и зашибись. Только главное вовремя ботинки из костра убрать. Ой, хорошо, прям так, а? Ах, хорошо. Чего вот за человек, за животное такое? Вот медведю пофиг. Плюс 20, плюс 30, минус 20. А человеку, блин, плюс 2 уже холодно. Плюс 30 уже жарко. У медведя только одна проблема в этой жизни. Да. По весне пробку высрать. Но это весенняя проблема. Весенняя она. А осенью, знаешь, какая у него проблема? Законопатить глиной? Найти, чем законопатить. Что вы себе думаете, Александр? Я вот думаю, вот смотри, рыба там плавает, да? Вода сейчас 8,5 градусов. А она без зимней куртки. Да. И даже без трусов. Как? Как она это делает? У нее чешуя, заменяющая и то, и другое. Может быть, тогда, Костяныч, надо просто Обрасти чешуей? обрасти чешуей, да. Сидеть долго в воде. Вот так. Вот так, что только губы торчали. И обрасти чешуей. Назад в море. Мы все вышли, говорят ученые, из водоема Да. древнего. Ну все. С сегодняшнего дня ты начинаешь. Ты первый. Пошел? Не, Косян, я завтра. Завтра, да? Ну так всегда. И курить бросаем завтра, и пить бросаем завтра. И чешуей обрастаем завтра. Что? Ничего. Я так и думал. А тут думай, не думай. Тогда ты думай, я не думаю. Но это, пожалуй, уже слишком сложно. Ты представляешь, вот как так? Представь, если мы с тобой две катушки зажигания в двухцилиндровом мотоцикле. Не могу. На одной свече будет искра, на второй не будет. Совсем ты с катушек съехал, Александр. Отлично. Это красота. Нам бы еще таких 2 штучки. Что-то есть, да? Есть. Что-то есть, Танька. Ну тащи. У тебя катушечка мягенько идет, прям легко, класс. Воровки какие-то. Густерин. Но если густерина, то неплохая. Правее возьми, зачем в садок? Я 2 такие же вытащил. Уже, да? Слушай, солидос. Нормальная такая, да. А я там живчиков подловил.
Так что на резинку есть что поставить. О, круто. Блин, Костяныч, как же задубел я, блин, там. Приподсажу гусерину туда. Эту красноперку. Вместе с червяками. Никогда так не делал. И тут опять. И тут Типа имитация обчервяченной рыбки. рыбки. Что эти косяки гусей? Это не гуси, Кость. А кто это? Бакланы. Бакланы? Бакланы. Морские которые? А? Да не, обыкновенные бакланы. Они и морские, и не морские. Бакланы, они и в Африке. Это типа чаек. Ну, родственник, да? Ну, нет, это типа баклан, вот конкретный, конкретный бакланище. Ой, видал размер? А то Да. тут вообще не поймать было. Тут во. Тут пиписочные были, эти-то уже едабельные. Вот так баклан делает. Ну и Костян, самый крупный окунь. Самый крупный окунь. Черт. Что у тебя тут за беда? Что за ребус ты разгадываешь? Да резать придется, блин. А, Что за круговерть? Непонятно. Другая верть. Происшествий. Помочь тебе? Видишь, разлетелось. Ну что, как делают, а? Фуфло. И ладно бы под ним был карабинчик с глухой петелькой. Да. Так нет, там карабинчик, петелька не заканчивается. Хорошо, что мы не согласились их рекламировать, Костян. Ой, как тут рекламировать? Бракоделы. Так как мы рекламируем только качественные продукты. Например, фонарики Армитек. Ё-моё. Посмотрите, как они светят. Саня, ну ты что, ты меня ослепить хочешь? Лучше вы вот сюда посвети. Вот, ребят, вот такой вот фонарик с магнитной зарядочкой, удобный, красивый. Можно разжигать костер, если сюда положить бумажечку на максимальном турборежиме, его включить, то через 30 секунд бумажечка загорится. Здоровенная батарея внутри. Ой, Костян, ты доволен нашими армитеками? Да. И я тоже доволен. Вот такой вот яркий фонарик. А если бы я Костяну сказал не закрыть глаза перед этим? Даже через веки, да, Кость? Конечно, ты что? Я сейчас зайчика такого поймал, что, блин, я не вижу ничего. Ну что, Костяныч, надейку соорудил? Да, дай нам надежду, Александр. Ну вот, как-то так, Костяныч. Сейчас прорези немножко развернем вниз, чтобы пламени было легче захватиться. Здесь чисто между бревен выходит. Сейчас разгорится. Пламя уже проходит между. Да, я вижу. Даже здесь видно. Ну как тебе, Костяныч? Так тепло. Вот темнодея и крута, видишь?
Только единственное, что такое жаркое пламя, что надо отодвигаться часто. Потому что Надо просто больше назад, понимаешь, когда у тебя ноги будут в жаре, а сюда будет именно воздух теплый идти. Потому что оттуда поддувает. О, вообще теплынь. Да? Красота. На тебя ж теплый воздух идет, как с радиатора. Да, вообще тепло. Да, как будто и нету такой погоды. Как Мгм. 0 градусов. Теперь я понимаю северных, этих-то южных охотников, аборигенов, так сказать, Сибири. Они же придумали эти штуковины. В тайге придумали. Ну да, вот эти охотники. Анты, мантии, якуты и прочие коренные народы севера. Да. Короче, Костяныч, Молодцы. сепультура. От нас отписалось 40 тысяч подписчиков. На, Костяныч, побалуйся. Не, Саня, что-то у меня сегодня... Ну-ка, мачо, покажи мне, на что ты способен. Во-первых, там я не могу, я сожгу Я чайку. отодвину тебя туда, куда ты попросишь, друг мой. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как белый огнегривый лев, и синий волк, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. У тебя здесь так тень падает, Костян, что у тебя бакенбарды черные. Ты типа бард такой, ирландский. А здесь усы. Усы. Бывают бездымные костры. Бывают. Это вот, Потухшие. вот кто изобретет бездымный костер, Тот будет миллионером. кто-то же изобрел бездымный порох. Да, Бездымин. Иван Бездымин. Бездымный. Ну, знаешь, я даже подозреваю, как его дразнили в школе. Костяныч, Ага. знаешь название аппарата, в которое превращается человек, который поел грибного соуса с черешней, Грибного соуса с черешней. закусил солеными огурцами и запил кефиром? Ага. Знаешь как? И еще, может, квашеной капустки сверху. И да? молочка. Молочка. И потом конфетку сверху закинуть, как детонатор. И тогда... Триггер, да? Триггер, да. Тогда человек превратится в прибор под названием Человек-водомет. задомет. Задомет. Это супергерой. Да, Надо человек-водомет это тот, кто может подряд выпить, ну не то что подряд, в течение 2 часов Да. 20 бутылок пива, ни разу не сходив при этом в туалет. А И потом, в принципе, он перенестись в может... соседний город, да? Да, на тушение лесного пожара.
I'm your father. Я твой отец. Та-ра-та-та-та-та. Костян, это ты? Фонарики Армитек. Фонарик Эрмитек. Привет, ребята. Утро доброе. 7 утра. Санькина удочка сначала поймала густерку, ну, с помощью меня. А теперь вот и лещика. Неудобно снимать, конечно, одному. Одна рука так, другая сяк, еще отцеплять и оттянуть. День начинается хорошо. Тихо. Не будем Саньке мешать. Густерина здоровенная. Здоровенная густерина. Здоровая, хорошая густерина. На воблу пойдет.
предъявляю вам жертву густерика. Отпущен сейчас будет он. Ребят, вы посмотрите, какая густера здоровенная, блин. Жирная, толстая. А рвала леску так, что прямо шудочка выпрыгивала из рук. Офигеть. Офигеть. Здорово, Костяныч. Посмотри, какая. Ё-моё. Это же монстр. Слушай, они такие бывают вообще? Да. Ну, знаешь, как рвала? Она как, блин, как лещ Ну, полутора представляю. килограммовый. Он покоцанная что-то. Она, Здоровеннейшая. жирная, толстая. М. Такую завялить, это ж вообще Ну, на целый вечер. Ух. Отличный заброс. Отличный заброс. слушай, Костяныч, ну Надя, смотри, сколько продержалась. Ну да, я утром, когда встал, только вот с нижнего 2 кончика только были. Крайние. Да, но она не потухла. Не потухла. Нет. Я ее перевернул, и она сразу пламя. И Да. я чайничек вскипятил вообще за минуту. Всегда надо такую штуку делать. Надо же, вот прилетели все-таки они, тучки. Угу. Только что не было. Так хочется, знаешь, один денек после этих вот ветреных, холодных. Хочется хотя бы один денечек такой солнечный, классный. Солнце потом уходит на юг, и вот так вот сидишь, а тебя так вот обогревает. Вот так наполовину разделся. С северной стороны, Шапка, да, ушанка, мох, а с правой купальник. Сплошной. Сплошной купальник. и тут написано спорт. Здесь наколка. Адидас? Лещ. Лещ. Лещ солидная рыба, да? Ну, как тебе сказать, она, знаешь, как... Ну, хороший лещ в улове это всегда приятно. Трешка там какая-нибудь, это Ой. ж вообще. Трешка вообще. Да. Вот. Но более авторитетный считается в наших кругах. Кто? Сом? Не, из белой рыбы кто авторитетнее леща? Жерех. Жерех это хищник. Но он же белый. Ну, это не, белая имеется в виду мирная, которая... Жерех получается как Эминем. Видим, да. Затесался в среду черных рэперов. А из хищников Ясь круче, чем лещ? Как для тебя вот крупный ясь и крупный лещ, например? а крупный есть сколько? 2 килограмма? Да, А лещ сколько? 3,5 3,5. То есть получается, что по этой логике уже уже. лещ не круче. Если бы А. ясь 2 килограмма и лещ 2 килограмма, то ясь. Ага, А если ясь 2 килограмма и лещ 3,5, да. ну, уже, наверное, все-таки лещ перевесит его как по авторитету, так и по собственной массе. Да. Кто еще? А- Карп, например. Сазан. ты видел Сазан. в нашем голландском фильме, какой у пацанов там Да. карп был? Ох, Он его ё-моё. поднять не мог сфотографироваться. Да. Это дикий карп. Дикий, да. Вот карп, на мой взгляд, конечно, вкуснее всех остальных мирных рыб. Да? Но мне он очень нравится по вкусу. Ну, Я его такой умею так жарить вкусно. О, жарить. Отжарить его так могу, что ух. Да? С корочкой, а внутри сочный. Мясо сладкое, сверху полить лимончиком. О, ой-ой-ой. Короче, завтракать уже А пора. мне кажется, сазан вкуснее будет. Ну, сазан и карп, это ж, ну, я имею в виду их обоих, когда говорю карпа.
корзинку туда течением затянуло. Она даже на камнях там была. Что, Сейчас прям мы ее выставим. Сейчас мы ее выставим обратно в русло. ты чувствуешь, камни прям цепляешь? Да. Сань, Ну? а где остальные живцы? Слушай, я побоялся, что ночью подзамерзнет, знаешь, корочка там, и подохнут они. Отпустил? Я тут пустил, да. Ты охотник, ловит, отпускает. Не, ну а что толку с дохлых? Береги природу, мать вашу. Да. Вот видишь, потихоньку она возвращается. Ага, да. Вот сейчас по нашему, Костян, сценарию, Угу. где-то через полчаса после того, как резинка будет восстановлена, Угу. должен клюнуть сом. Выбираю между экономией и Скоростью. скоростью. Мы выбрали доесть на завтрак вчерашнее блюдо. Это же желе. Куриное желе. Ну, сейчас водички, бурбулим. Водички. Ух ты, ё-моё. Да иди ты, дым, отсюда. И макарончиков сверху. И туда. Вот это, Саня, извини. Засекаем 10 минут. Подубавить можно огонь. Не нужен такой сильный. Уже ведь кипит. О, наша подружка. Завсегдатай наших посиделок. Густера Густера Ефимовна. Ефимовна. Ильич Евлампиевич. В передаче «Лагерная жизнь». Все лагерное. Мы же в лагере. Ага. Костяныч, Ау. а давай в наш завтрак введем яйца. Чтоб такой был. Прям. Ага. Ну, красота. Крышечка. Блин, какое же красивое небо. Оно такое, знаешь, как бархатистое. И это на воде отражается. Как будто вата, знаешь. Причем не скомкана, а так вот отпущена. Она взлетела такими комочками и прилипла к небу. Ну ты фантазер, Александр. А я вижу отпоротую подкладку от старого пальто. Ну, Ватин, знаешь, такой раньше ватин, да. Я бы согласился, но видишь, как он взлетит на небо. По мановению твоего желания. Силы мысли. Готово. Я же умею двигать предметы мыслью, Саня. Я знаю. Особенно, когда на толчке сидишь.
Выдвигаешь. Судя по характеру поклевки, это снова густера. Ну, слушай, хорошенькая должна быть. Вот она интересно, да? Лещ довольно долго тягает, а она так дрык-дрык и бросит. Да. Она подбегает к червячка, дергает одного, срывает с этого с крючка. Знаешь, как раньше Она ж хитрая. подбежал к двери, позвонил и убежал. Да. Подбежал к двери, наложил и убежал. Полную? Еще. Давай свою, а то я там не вижу. Хотя по полосочку. Можешь еще немножко. Спасибо. Что, накладывать? Ваше здоровье. Нет ничего лучше кофе в солнечное утро для гипертоника. Ух ты, как красивенько. Твое довольное лицо. И твое прекрасное яйцо. Яйцо, яйцо, яйцо. Ща. Вкуснотища. Ух ты. Опять густериная провокация. Опять густериная провокация. Стой, Костян, сели поесть, да, называется? Так, ладно, одна, вторая, третья. О, давай. Если это густерина, то хорошая кость. Посмотрим. Нехорошая? Как она бежит. Нормально. Ты нехорошая густерина. Да, мелкая. Костяныч? А вот смотри, интересная какая штука получается. Все говорят, Бог, да? А вот
Бог же имеет конкретный набор правил, да? Как в школе, ты должен их соблюдать. Мгм. Обязательно. Получается, что Бог вроде как все сотворил, как хотел сотворил, Мгм. так как вот он придумал. Мгм. А те, кого он придумал, и то, что он придумал, должно работать по определенным правилам, да? Мгм. И тогда получается, что так бы мы и были бы сейчас обезьянами. Он же наверняка хотел, чтобы вот эти обезьяны вели себя так, как он их придумал и создал. Мгм. А дьявол, получается, у дьявола-то правил нет никаких. Делай, что хочешь, типа, получается. Наверное, не знаю, не встречал его. Ну, вот ты Но по логике, да. черную какую-то Библию дьявольскую читал, Нет. соответственно, никто ее, ну, нету правил Нету дьявольских. правил, да. Поэтому, получается, он дает возможность развиваться, правильно? Бог же создал человека, он тоже дал ему право выбора. Он же его создал так, чтобы Но кто-то почему мог тогда... выбирать. Не, ну как? Если будем читать так, что Библия это закон Божий, Мгм. то это закон, Да. и ты должен его полностью соблюдать. Какое же там тебе право выбора осталось? Вот что я хочу тебе возразить на твою теорию. Ты немножко не прав, мне кажется, Александр. Я и не спорю. А, Вот ты говоришь, у Бога правила жесткие. Но нет, на самом деле у него нет правил. У него есть ограничения некие. Что там не надо убивать, воровать, прелюбодействовать. А остальное, пожалуйста, делай. Живи, лови рыбу. Хочешь, лови рыбу. Хочешь, не лови рыбу. Хочешь, строй дома. Хочешь, не строй дома. Хочешь, люби жену. Хочешь, не женись. Ну, Косяныч, И так далее. тут ты прям очень сильно упростил. Ну, конечно, эти правила. Ну, если углубляться, знаешь, люди этому уж всю жизнь посвящают. Сотни людей, тысячи, которые изучают эти законы, книги, пишут сами и толкования. Ну и вот прочее. смотри, допустим, смотри, раз уж по категориям пошли, Ну. давай вот конкретная категория. Спорт за 200. Ну вот смотри, конкретная категория. Тщеславие. Да? Да. Это грех большой. Ну, не знаю. Ну как, не знаю. Ну, ты ж сейчас... Я же не изучал эти законы. Я же не могу прям сказать, что конкретно вот так, вот так, вот так. Нет, ну... Я читал Библию, но это ж, я ж не в голове не держу эти все. Там 10 заповедей, я их еще и не вспомню все, пожалуй. Ну, хорошо. Тогда твои аргументы все вообще не имеют никакой силы. Нет, почему? Потому что ты не Давай знаешь... телефон какие откроем и посмотрим. Нет, так там такой разворот, что ты замучаешься читать. Там сколько там всяких там посланий там того-то к тому-то, Ну там да. все друг друга куда-то послали. Да. Вот. А тщеславие это грех. Да? Да, это вообще жесткий грех. Мгм. Жестчайший. Да. Ну вот. Соответственно, получается. А вот как творческому человеку? Допустим, понимаешь, вот он в какой-то момент раз и мотивацию может потерять. Если у него нету стремления показать свои какие-то достижения, чтобы его оценили, то есть, простым языком похвастаться, да, то есть, как бы получить радость от обратной какой-то реакции, что-то еще, да. Получается, что если это человеку обрубить, Не, ну ты уж так жестко не... но нет. если это все обрубить, человек конкретно склонный вот именно к тщеславию теряет мотивацию, ему как бы Ну, ничего и не надо. Я тебе вот что хочу особо возразить на этот счет. Тщеславие и похвала, и желание получить похвалу, Да. это разные вещи. Вот тщеславие, это когда Киркоров весь в перьях, в золоте сорит деньгами, и ничего не хочу сказать против конкретно Филиппа Киркорова, Да. а просто, какая-то звезда Да. сорит деньгами, устраивает скандалы на показушно, там
делает прочие непотребные вещи только потому, что он знаменит. Мне так можно, я знаменит. Вот это вот тщеславие. И желать вот такой славы. Вот мне кажется, это, Пастернак писал, быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Я понимаю. Для творческого человека самое... Я понимаю. Да. Ты сейчас гиперболизировал это. То есть ты взял самый яркий пример. Ну да. Я так понимаю, вот этот вот... Да, ты взял самый яркий пример. А мы говорим про... Ты же сам говоришь, что главное развитие. В том-то и дело. Но Да, и для творческого развития человека. нужно Тщеславие какое-то... не нужно для... Ну, Хорошо, кому-то не нужно, кому-то нужно. все в гармонии. Чуть-чуть, да. Немножко, Да, да. но нельзя же. ведь, За Костян, деньги, да. Нельзя. Нельзя. Вот ты должен быть вот таким простым. Затворником. Да, утром встал. Если там прям вот по всем правилам, то ты утром встал, там кашечки себе постной заварил. Человек Божий, как говорится, встал с утра, росинку закинул в рот. Почему ты так вот Божьего человека обрисовываешь? Значит, он должен быть скромный, должен довольствоваться малым. Понимаешь? Потому что Бог ему дал все остальное. Вот, смотри, радуйся, преисполняйся, Трудись. вкушай Божье Трудись творение. И плоды своего труда пожинай. Вот, да, вот. А ты вчера хлобысь самогонки полбутылки. Да. Что тебе? Боженька плохо создал мир? Ты не мог радоваться Так без это ж- самогона? Так это ж Боженька самогонку-то создал. Нет, Нет? нет, дьявол. Дьявол? Конечно. Соответственно, ты вчера, получается, предал Так, Бога. погоди. А вино красное тоже дьявол создал? А, Когор, который в церкви причащают, тоже дьявол создал. Скажи, почему тогда им причащают в церкви? а я тебе больше скажу, почему. Иисус Христос наливал своим апостолам Да. вино и говорил, пейте, это кровь Во. моя. Да, вот, видишь, понимаешь, ганнибализм еще, опять же. Каннибализм. Каннибализм, опять же, культивируется. Вот тебе и Саня, ты сейчас у нас... получается, вино это кровь Христа, потому что она красная, а твоя Это лимонная символ. самогоночка, Это она символ. желтая, это значит что? Ничто. 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 Про это ничего не сказано было в святых Но тем не писаниях менее, про видишь, самогон. Что это? Ой. ты видел, она даже, как истребитель, в Это колокольчик врезалась. Птица это? Птица, да. Офигеть. А я еще думаю, что это такое зазвенело. Знаешь, какое самое главное, мне кажется, правило, которое должно быть у человека, в нем воспитано, а не прочитано в каком-то древнем писании. Не делать другому человеку того, что ты не хочешь, чтобы сделали с тобой. Ну, это Кант. Вот Саня. и все. Это Кант. Все. Больше ничего не надо абсолютно. Больше не надо ничего, Костян. Да. Потому это что, если ты нормальный человек. потому что А какие если бы... ты психически... Не, потому что какие бы не были написаны правила, даже если соблюсти все эти правила, вот если бы я сейчас здесь был бы абсолютным таким прям набожным, верующим человеком, и был бы сейчас здесь в лагере, вряд ли тебе было бы со мной комфортно. Ой, как вряд ли. Я бы тебя тут шпынял по всем моментам, которые не соответствуют таким прям канонам, знаешь, религиозного человека. А ты ведь из староверов, Саня. Нет, Нет? Нет. Ну, у тебя семья разве не староверов? нет. Нет? Ну так вот, Деды не были и староверами? получается, что я бы очень сильно доставлял тебе дискомфорт. Правильно? Соответственно, получается, что вот я вроде такой весь Божий человек, вроде все делаю по-христиански, а вот тебе хреново, я тебя там тут ущемил, тут это не делай, Костян, после обедни не положено там то-то и так далее. И ты был бы несчастным, Телевизор получается. смотреть нельзя. Костяныч,
Давай с понедельника начинаем худеть. Давай. Встречаемся в этом месте. Вот в этом. Да, в июне. Ой, дергает. В июне измеряем талии. Да? Сколько ты сейчас весишь? 142. 142. Я 98. Значит, так, весь май. О, стой. Вот такие, да, блин, поклевки. Петушиные. Тык-тык и все. Да. Нехороший человек. Редиска. Вот она. О, садит. Ах ты, елки зеленые. Ничего не сидит. Опять это, блин, вобла. Куда ты? За что? За что мне это? Да? Что там у тебя, Костяныч? Зараза у меня ершовая. Костян, это очень хорошая новость. Ага, он выползка сожрал. Ну, он не сожрал, ты его за жабру схватил. Да? Но он его нормально так объел. Пятнистый. Сейчас мы его на резинку зарядим, на сомика. Да? А знаешь, какая любимая еда Налима? Нет. Ёрш. Да? Вот такой именно? Да, Мелкий? именно такой. Попробуй, как хорошо она играет днем. Ну, ночью она, видишь, ночью она расстроена. Ночью да, ночью холодно. А сейчас прям хорошо. When I get older, losing my hand, many years from now, will still defend me the Valentine, birthday greeting, bottle of wine, do in the garden, digging the weeds, echo next for more. Will still need me, will still feed me when I'm 64. 64 and 69. Где твой старый попугай? Попал! Погодка, да, Кость? Хорошо. Еще не лето, но уже почти. Не лето? Не лето. Клен? Нет. Липа? Или липа, или что-то типа этого. Ольха, Кость. Это ольха. Просыпается природа. Да, это прям каждый день видишь, как Все вокруг меняется. меняется вообще. Начинают летать таракашки, букашки. Птички, яички, травки, муравки, мухи, Петухи, папоротники, маморотники. папоротники и мамонтики. Вот ты даешь. И везде следы
Санькиной деятельности. Ну, смешная шутка, давай другой. Я имею в виду дрова порубленные. Ага. Где грибы, Саня? Где грибы? Смотри, елку завалила. Это ж батя твой в темноте шарохался. Зацепил нечаянно. Ну, плечом задел, как он говорит. Как он так умудряется? Как будто перфоратор какой-то. Ты его видишь, Костя? Улетел. Какие грибы? Это грибница. Вот это вот и погубило ясень, Костя. Ясень весь поражен этой адской болезнью. Ну, еще лет 10, Костян, ясеневая надья уже будет непозволительной роскошью. Но есть и обнадеживающие вещи, Костян. Я говорил с лесниками, они сказали, что 30% Выживают? Выживает. Есть иммунитет. Иммунитет появляется. Это что ли, Саня? Да. Нет, это не воронка. Ты что, видишь, туда траншея заходит? Это Да, это воронка. оттуда вот она сюда заходит, и здесь было, ну, А, тут блиндаж, может блиндаж был, конечно, да. быть? Из этих окопов сюда. Да, вот это вот идет такая прям система. Да в Первую мировую войну здесь же воды не было. Здесь же было Да, сухо. да. Это же не был остров даже, Костя. Да. Это был полуостров. Укрепление это как бы с той стороны защищало. Да. Отсюда видочек неплохой такой. Гнилое болото, да? Гнилые болота довольно уютно обычно смотрятся. Ну это не болото, это такой тухлый заливчик. Но оно красивое. Природа хороша в любом виде. Давай посмотрим, Костян, жизнь в андерграунде. Что там, ну, какая-то норка. Какие-то есть там сороконожки, многоножки, Ну вон полно. кашки. Ну так, чтобы вот прям... О, красотка. Вон еще одна. Да. Сразу уползают, не любят они солнечный свет. Ага. Смог бы ты съесть, если бы был жутко голодный их, Саня? Мне кажется, что я бы не смог. Да? Хотя хрен его знает. Припрет. Я воздержусь Я воздержись. от ответа. Воздержись. Насекомые, пожалуй, это самое противоположное аппетиту вещь. Ну, да, пожалуй, я с тобой соглашусь. Ну, нагулялся, Костяныч. Хоть прошелся немножко, размял себе ягодицы. Оп, 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 оп. Есть. Кто это тут? Мы никого не ждем. Подкормили? Никого не звали. Все, уходите. Смена. Подсак надо? Здорово. Здорово. Здорово будьте.
А, так у вас тут и не поместится форма. А, густерина. Огромная? Да. Да, я шучу. Таких мы уже, наверное, 30 штук отпустили. наверное. таких мы уже, наверное, штук 30 повыпускали. Не успеете отпустить. Приветики. Браконьер. Привет. Рыба надо? Да. Килограмм 100 взял бы. М. Штук 20 уже таких выпустили. Не, такую надо. Надо? Да. Я чем меньше, тем лучше люблю. Жарите? Да. Так вы первый вечер там же, наверное, мало и ловили. Первый, вечер 4 густерины. но здоровый. Не, ну а времени мало было там. Времени, да. Вчера побольше, сегодня тоже ничего с утра клевало. Вечер. Ветер сейчас хороший, нормально. Ну как, он по направлению-то не очень, но... Убрали? Вот, смотри. Северо-запад. О, ты добро надувай. Красивые, смотри, какие. Днем похоже. Сегодня клев был с 6 до 7 утра. Что, пойдешь туда дальше? На Я густеру? В 6 вышел и сразу начало клевать. На все домки. Стандарт, слушай, да? Третий уже такой. Все как по науке. Пойду у Арсенича узнаю, как дела. Че колдуете? Да, смотри, крючочка надо перевязать поменьше, попробовать. Меньше, да? Будет мелкая рыбка быстрее садиться. Могу дать тебе мелкий какой-нибудь? Надо? Да, есть у меня. Есть всякие. Просто я сегодня в баньку ходил, поэтому мне как-то так к рыбалке не подготовился. Надо было бы... Быстро-быстро похватал, что Ну было, да? да? Батя нас наругал, сказал, зря густеру отпускали. Он говорит, жарить будет. Ну ладно. И с другой стороны, только сколько мы отпустили, тут неделю жарить надо. Ну так, у тебя тут живописненько, конечно. Да, место красивое, но... Ну или просто... Но пока не клюет, да? Или приманка не та, или... А ты на что, ловишь? На перловочку? Ну я попробовал на тесто, ну тесто не то, Ну возьми у нас червяков. не сделал. Белые? И белых. Я вчера весь день на белых на одних рыбачил. Сегодня смешиваю. Бутербродики делают, да? Но мне кажется, что на белых даже вчера лучше клевало. Ну не знаю. Ну ты понимаешь, оно тоже бывает раз на раз не Да? приходится. Пойду, очки не взял. Хорошая. Ух ты.
Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Здоровая густерина. Слушай, Костян, ну это, конечно, мега, да? Да, это прям Офигеть. просится на сковородочку. Одной хватает на ужин. Ну сколько, ну 400 грамм точно, у нее же Да. спинище, Да, посмотри, мне какая. кажется, полкило. Офигеть, красота. Можем взвесить, у тебя же есть. Костяну сейчас скучно не будет, он с Игорем. Батя пошел на какое-то другое место ловить. А я решил с удочкой сходить. Там такая как заводь есть. Я ни разу до нее не доходил. Хочу дойти. Взял червячков. Пойду попробую. Ребят, честно говоря, надеялся либо на хорошую красноперку, либо на хорошего карася. Но никак не на мелкого окуня. Когда сюда шел, пару щук спугнул. И вот там только что плеснулась. Не рестится щука здесь на мелководье. Ага. Но это больше похоже на рыбку. Из карасика бы хорошего на полкило. Вот это был бы праздник, конечно. Смотрите. Голавлик. Ребят. Голавлик, ничего себе. Прикол. Я смотрю, тут у них прям многорыбья в заливчике. Ух ты. Опять голавль. Вы посмотрите. Пробуем перебраться дальше. Там, где поглубже. Здесь совсем мелко. Тут может быть уже поинтереснее рыбалочка. Ух ты, видели? Щука стояла. Прямо вот здесь вот. Вот тебе, пожалуйста. Не берет здесь. Глубина такая же мелкая, как там. Но тут течка. Там течки нету. Вот, значит, где молоть окуня обитает. Травки на мелководье.
Тут живет бобр. Нифига себе. Ел, да не доел. Перекусил, так сказать, и побежал. Ходил туда он, где бобер. Саньку хотел найти. Он там ушел куда-то красноперку ловить. Выглянул. Берега пустые, никого нету. Может, он там дальше куда-то пошел. Фиг его знает. А то у меня все готово для ужина. Нарезать только. Ну, в смысле, нарезал. Надо только теперь жарить, варить. А он хотел поснимать это все для вас. Холодно что-то. Опять ветер подул. Такой сильный и очень холодный. Ну, даже не знаю. Придется опять одевать вторые штаны, зимнюю шапку. Ну, такое весеннее. Ну вот, у меня тут всякие овощи. Лук, чеснок, морковка, сельдерей. А здесь редька, вон там она внизу, и паприка. Ну что-то типа лагмана хочу сделать. У меня есть длинные макароны с дырочкой. Как прям вот как надо. Такие. Букатини называются, итальянские. Наших-то советских, ну в смысле русских макаронов. Давненько я что-то не вижу вот такие, которые раньше были с дырочкой. Всякие специи еще приготовил. Кориандр, лавровый листик, перчик. А вот это вот соус томатный моего изготовления собственного. На заготовке делал на зиму. 2 бутылки осталось. Всем нравится, вкусный. Вот я на его основе и сделаю. Зрители скажут: сколько можно жрать? Вы все время жрете. Это только так кажется. На самом деле, вот мы позавтракали. И вот сейчас будем только готовить второе блюдо. Ну, по одному бутику съели в обед. Ну так, чисто закинулись, чтобы не умирать с голоду. Переходим на остров. Остров Баунти. Райское наслаждение. Земля! О, тут и глубина посолидней. И присесть можно, и ведерочко поставить. Ну, сейчас пойдет рыбалка. Вот такая вот глубина здесь. Сейчас будем пробовать. Оборвал снасть, блин, гребаная GoPro не врубилась. Тащил что-то крупное, может линь. Придется ставить новую оснастку. Может быть, сейчас что-то и поймаем. Тут леска чуть-чуть потолще на этой снасточке. 0,18, 0,16. Вот интересное кино, да? Здесь поглубже, пообширней. А клевало вон там в болоте вообще. На глубине 20 сантиметров, 30. Попробуем ближе к травке. Опять окунь мелкий. Ну, какой живчик хороший. Ну вот и в луже клев перестал. Ветер поднялся северный, и клев перестал. Дюб-дюб-дюб-дюб. Не ведет ни на дно, ничего. Просто дюб-дюб. Ну все, сейчас линяра хватанет. Ушла. Ну что, хоть прогулялся.
А то в лагере, да в лагере. Красноперочка одна. И окушок. Окушок такой хороший, живцовый. На резинку его зарядим. А красноперку, наверное, выпустим. Переселим ее с заводи к нам сюда. На мыс. На мыс Доброй Надежды. У меня там особо ничего. Одна красноперина, один окунь на удочку. А, хорошая густерина. Отлично. Заглотнула. Не, ничего. Говядинка с жиринками, с этими, С коллагенчиком. коллагенчиком. Поэтому ему немножко долго надо готовиться. Будем тушить, а потом туда добавим овощи, а потом еще фарш говяжий. И у нас такое будет нажиралово. Ты хотел сказать наедалово. Наедалово! Так же самое, как наш второй канал, Да, на котором мы хотели бы возобновить выкладывать. Да. выкладывание видосиков. Если будет соответствующая активность, то мы продолжим развивать тот канал. Да. А коли шевеления не будет, дык тогда и не будем. Да, Я буду Константинович? там просто жрать. Жрать. Жрать на этом канале был. Чеснок с красным перцем. Да, Пиво против водки. да. Устраивать батлы. Батлы. Огурцы против молока. Да. Какой длины жвачка, вот это вот все. Секс-о'клок. Джентльмены выпивают и закусывают. Может, мне рюмашку бомбануть? А, Сань? Под салатик. Ух! Старого-то алкоголика всегда веселит, радует перспектива рюмашки. Это называется предвкушение. Аж прослезился. Здесь, Сань, кабачки и томаты. Сладкие перцы и чеснок. Лечо? Ну, вот мы этого соуса и добавим к нашей говядине. Класс. Спасибо Роману за лимонную настойку. Оп, и нет лимонной настойки. Мне показалось, ли у тебя даже сразу нос покраснел? Вот если отмотать назад, посмотреть, у тебя не был такой красный, и сразу раз. Чесночок, лучок, сельдерей, морковочка. Это очень хорошо обогатит ароматами Нашу говяшу. нашу говяшу. Еще бы чуть-чуть, мне кажется, говяша уже на грани. Ну да, она не черная, но уже очень коричневая. Кориандр молотый.
орегано, эстрагон, паприку нашу любимую копченую. Эстрагон сразу пахнет. И паприку у нас сказал, да, и все, и лавровый листик. Слушай, Костяныч, ну дубак такой, как будто декабрь, не? Стынет все просто. Да какой декабрь, зимой теплее было, блин. Да, да. У нас дофига мяса. Что это за фарш? Говядина? Говядина? Да. Такой постненький. Такие говядины. Четверками. Вот это будет. За 2 ночи мы спалили литра 4, наверное. О, ничего себе. А сколько всего влазит? По-моему, 5 литров. Ага. Бака на 2 ночи не хватает. Паприку и редьку. У нас получится практически под лагманье. То есть останется добавить макаронов, чтобы был лагман, да? Останется добавить водички, соуса еще моего. Еще надо, чтобы добавить. Надо еще добавить по 2 желудка каждому. Надо еще добавить в тебя самогонки. Видишь, ты вот выпил Это 2 рюмочки. хорошая. Ты 2 идея. рюмочки выпил или 3, и сразу у тебя он размер блюд Пошел нормально. значительно увеличился. А на трезвую 2 яйца пожарил и все. Да, да. Но тут одни овощи и мясо. Это все полезное. Можно хоть тонну съесть, Саня. Калорий 0. Бардак тут у нас с тобой, Костяныч. Ну как? Но зато смотри. Спальня О. 2 мужиков. Помнишь нашу эту батарею? Да, зимой-то мы ее испытали, мне понравилось. Вот, ребят. Хотели вам показать. 3 дня мы тут отжили. Практически. Я заряжал 3 раза дрон. Заряжал 2 раза телефон. Костян заряжал телефон. Армитековские наши фонари мы с тобой сколько? Да. По 1 разу зарядили, да? Заряжали эту камеру, заряжали 2-ю камеру. Много раз же батарейки заряжали. Короче, заряжали все, что можно заряжать. Пульт от дрона заряжали. 76% у нас еще емкости в этой батарее. Здесь сбоку есть USB зарядки. Есть зарядки пальчиковые. Можно подключать солнечную батарею. Вот название батареи. All Power. All Power. И вот она показывает 76%. Еще фонарики есть. Показывает оставшееся время. Да, кстати, вот есть фонари. Вот один фонарь. Летом выставил на Вот улицу. 2-й фонарь. Она в потолок палатки светит, палатка белая, все светит. Не, прикинь, как круто. Ты лагерь выставил летний, например, да, под навесом. Вот у тебя здесь кухня, здесь то, здесь все. И стоит на какой-то тумбочке, на какой-то подставке, на пеньке это аппарат. И все приехал кто-то с рыбалки, раз подзарядился, раз туда, хоп туда. Вот. А вечерком бум, включили в этом фонарики. Вся и фишка. Короче, крайне удобная штуковина, ребят. Вот, давайте покажем вам, как он показывает расход электричества. Втыкаем телефон, чпоньк, тирень, пошла зарядка. И вот он сразу показывает потребление 12 Вт. Костяныч, мы даже пленочки с тобой не отклеили, смотри. А я не люблю пленочки отклеивать. Пауэрбанк нам этот подогнали ребята, которые по ссылке в описании, и по нашему промокоду у вас будет скидка. В принципе, рекламу берем крайне редко, но вот эта штука нам реально была нужна. И потому помогает. что помогает. Очень много нужно заряжать оборудование. Прямо классная вещь. Тестируем его. Зимой ездили на 3 ночевки в Латгалию. Там жили на даче. На даче не было электричества. Мы всю дачу, весь свет дачи подключили, весь свет. Всю на улице, и внутри. Проводка-то на даче была, просто туда не приходит электричество. Мы подключили к этой проводке его и... В общем, посмотрите. 3 дня там отжили, классно половили рыбу, пожгли каминчик и вкусно покушали. Вот здесь видос, так что смотрите. Ты мне в нос показал. Продолжаем тестировать этот аппарат, будем рассказывать вам, как он работает. Чё, как там твоя хрючева? Да, надо идти смотреть, ну оно Пошли. бурбулит что-то там.
Ты еще и это туда. Может, не все, думаю, половинку. Ну, Костян. Ну, Костян, блин. Это да. Это хрючево, Я такого еще не ел. Саня, никто такого не ел. Это король лагманов. А всеяд не ел такого? Сидят. Густерина, наверное, здоровенная. А. Ух ты, вот это густерина. Да. Ну-ка. Офигеть, слушай. Не, это густерина? Густерина. А, не, стой. Подожди-ка. Густерина, смотри, трубы Густерина, нету. да. Офигеть. Может быть, это рекордная? Ну, не знаю, но полкилограмма обязательно. Да, ты смотри. Офигеть. Класс. О, Костяныч, что это? Соевый соус. Нет, это бальзамический уксус. А, это бальзамический уксус? Конечно, у нас все в кухне есть, Александр. Что ты? Вкуснячий салатик, Саня. Только что-то я сделал на всех, на Анатолича и на папу. Ой, в смысле, На Арсенича? На Арсенича, да, и на Анатолича. Все, вы погнали? Мы наломали, нам хватает. Может, по тарелочке съедите все-таки? Нет, спасибо, мы домой едем. А куда вот этот котел нам, Саня? Ну Придётся ничего, тебе домой забирать наша наедаловская хрючево. с утра поедим. С утра? Да. Возьмете домой. Стих ветер получше стало, как сразу, утихает, чувствуешь себя хорошо. С ветром хочется в палатку бежать. Блин, вдарило, конечно, капитально. Слушай, ну такой поклевки мощной еще не было. Чуть колокольчик не улетел. Ага. Там, значит, большая густера. Ну да. О, смотри. Там что-то есть, Костян. Опустила, смотри. Когда начнет тянуть. Нет, когда начнет тянуть. Когда натяжку будет давать. Думаешь, все? Шанс упущен. Не знаю, что ты ждал. Кстати, на кукурузу надо было сечь. Что-то я лоханул. Кукурузу она сдернула. Ладно, вытащу, перекину хотя бы. Ах ты, блин, сидит. Да. Вот она, красотка. Густерина. Воблиного размера. Густерина. Понравилась вот такая закусочка. Густерочки. Моя мельничка выдержит такое? Мельничка? Мельничка. А что выдержит? Все, Костяныч. Да? Я вот люблю так с краешку. Смотри.
Ты ешь так живенько, потому что на этом ледяном ветру оно махом станет холодным, мне кажется. Выглядит красиво, конечно. Костян. И на вкус оно вкусное. Да? Мясо такое у тебя. Тушеночка получилась. Ну такая. Ну ничего, пожуешь. Пожую, да. Ну то что ж ты, как дедушка будешь, все, чтоб мягонькое тебе. Нормально раздавливается. И как По там, вкусу Uncle Ben's. как фаршик? Работает? Блин, Без фаршик. Без фаршика хуже было. Без фаршика было бы не то. Фаршик прям, Дает текстурку. ой, красота И просто. наварчик. Молодец. Хорошо, что не макароны не добавляли. Ну да, куда уже здесь макароны? Ну, что? Слушай, Костян, ну, я тебе скажу, удалось. Спасибо, Саня. Вот. И, Я всегда рад тебя накормить. и паприка хорошо, что она такая еще не совсем кисель, она Аль-денте, да, полухруст. Угу. Редечка тоже, да? Ух, как она опять. Ой, опустила, Саня, бежи. Бежи, Саня, опустила полностью. На полметра вниз опустила. Она сидит уже. Да? Да. О. Есть. Да? Блин, ушла Костян. Я одеваю 2 кукурузинки и беленькими как знаешь, подпираю, да? стопорю, да. А знаешь, Костяныч, что нужно делать, чтобы вот так резко закидывать? Раз, два, все, готово. Что? Перенасадил, закинул. Знаешь что? Самогонки. Нет, надо иметь начатое блюдо горячее. Да, чтобы оно... Вот хорошо, что мне ноздрю не зацепил. Хотя были варианты. Устал мерзнуть, блин. Серьезно? Да. Я вот устал в этой всей шкуре ходить, блин. Капюшон, все. И дышим-то мы этим холодом. Ага. 3-е сутки, блин. Ага. А поэтому, когда... Конец апреля. Ночью минус, днем +2, +6. Да. Ты решил спалить все. А, вот так, да? Сюда. О, такой ноги еще не было. Четверной. Как хорошо. Дубак, ребята. Дубак, ребята, капитальнейший. Поэтому сидим с Костяном вот так, кресланы спинками подвинули к костру. Позвоночник греется и, соответственно, вся кровь, которая идет вдоль позвоночника, прогревается и нормально сидеть. И, соответственно, вся кровь, которая идет вдоль позвоночника, прогревается, и из-за этого не холодно. Очень жаркий. Ясень все-таки. Загнал я крючок в твои. Да, этот крючок, Саня, сидит в любом человеке всегда. Потому что как только человек переваливает через 30, мне кажется так, он начинает думать, а что дальше, а зачем я живу, а что потом. Это самый главный вопрос. А что потом? Какой человек? Любой. Я нет.
Мне хочется, чем бояться Да. этого, мне хочется каждый день максимально всего, отдать себя Да, всего понимаю. этой жизни. Вот кроме Да. тех дней, когда я болен, реально мне хреново, Да. то есть заболел, я ни минуты не лежу в кровати, Да, Костян. да. Я не могу, то есть мне, если я сел, сидишь Да. в лагере, ты занят делом, ты следишь за донкой, Да. понимаешь? Да. А сесть на диван дома, или там лечь на диван просто, Ну, как это, а посмотреть киношку. Это ж хорошо, это ж кайф. кайф, да, но я ничего не говорю, это тоже времяпровождение с пользой. Я имею в виду, что ничего не делания, Удручает тебя? меня оно Да? удручает. Мне кажется, что Вот это у меня такое время тоже. убегает. Но как ты бы. знаешь, у меня это с возрастом только появилось. Где-то лет 40 с лишним. До этого я с удовольствием играл в компьютерные игры. А потом 40 с лишним я как-то понял, что... не понял, это оно пришло само собой. Что вот ты садишься за игру, через 2 часа вышел из игры, а ничего не поменялось. Ты не получил никакого скилла, не развился, не узнал нового ничего. Просто потратил время зря. Ага. Полненькая. Сережка. Неплохая. Можно брать. Все религии спорят о том, что наша правая религия, а вы не правы. Ну да. Или наш пророк лучше, а ваш пророк хуже. А на самом деле все религии, они решают только один вопрос. Только один единственный вопрос. Ну, Что по ту сторону? ничего. Что будет, когда мы умрем? Ничего не Только этот вопрос волнует. И только этот вопрос волнует всех людей. Больше ничего не волнует. Знаешь, чтобы было проще, Костян? Да. Понимаешь, мы когда думаем о смерти, Да. короче, этот страх, на мой взгляд, Костян, связан с тем, что получается, что вот этого всего, что ты назвал, там, детей, природы, рыбалки, вот этого всего не будет. Как будто, знаешь, как будто у тебя это заберут. Да. Понимаешь? Да. Но у тебя это не заберут. Знаешь почему? Почему? Потому что тебя не будет. Да. Слово ты, я, то есть Да. тебя просто не будет существовать. Соответственно, лишение вот этих всех благ, которые тебя окружают, они потеряют ценность. Ты же не можешь, вот если здесь у нас в лагере нет собаки, ты у этой собаки кость забрать не можешь, правильно? Потому что нет у этой собаки Да. здесь. Согласен. Вот так же и тебя не будет просто вот. Знаешь, мне очень понравилась фраза Марка Твена. Был такой писатель, которого я очень люблю. Я знаю Марка Американский. Твена. Да его все знают. Ну так. Да, и он очень, очень крутой писатель. Один из моих любимых. И вот он сказал фразу такую, очень, по-моему, мудрую. Смерть, да, это не очень хорошая штука. Но до моего рождения меня она не беспокоила бы много тысяч лет. Ну вот примерно так, да. Когда я умер, с моря выл Нордост, Дакар горящий мой погост. Когда я умер, упало небо и все погибло. Живых остались только кошки и совы и акулы, как кистеперые рыбы
Вышли на берег, вышли на берег и сбились стаи, как собаки. Сбились стаи, как собаки, и жрали небо. Когда я умер, слушай, Костяныч, то, что я трубу эту выдвинул за рамки палатки, намного лучше, потому что сюда не только этот горячий воздух, блин, пережженный, сухой прилетает, но еще и нормальный воздух, приход. Знаешь, как в бане, нужно еще заход воздуха свежего. Ну, пока я не замерз, хотя я боюсь. Да ты и не замерзнешь. Просто носоглотка не пересохнет, как вчера, блин. Да. Да, слушай, нехило мы надолбали. Что-то подловили, да, Коль? Маленько есть. Ну да. На ужин хватит точно. Ой, какой ужин? На ужин гигантского рыбоеда. Ну что, Костян, собираем лагерь и отправляемся в Ригу. Наконец-то. Смывать с себя вонь. Вонь, гарь и холод. И холод. Ой. Наши зрители, наверное, думают, что какое теплое утро. Ага. Светит солнышко, ребята загорают и греются. Вот. А на самом-то деле сейчас нолиус, Нолиус, может +1 какой-нибудь. +1. Ну что, всем спасибо, кто участвовал в этом просмотре. Всем спасибо. С вами был Костян и Саня. Всем пока. Чао, какао.